Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. С вами снова Вика Виктория. В этом видео я продолжу свой рассказ о гомеопатических законах исцеления и о том, какое значение имеет эта информация для лечения рака. Еще раз повторю, что гомеопаты об этом рассказывать не будут. Врачи этой специальности разделяют случаи онкозаболеваний по степени сложности. Несложным считается случай, когда болезнь поддается лечению конституциональным препаратам. Это такое лекарство, которое максимально соответствует чертам личности пациента, физиологическим, психологическим и морфологическим. Помните вопрос рижского гомеопата доктора Покатовой? Разве вы аконит? То есть она считает, что мой конституциональный препарат какой-то другой, не аконит. Раз он не соответствует моей конституции, то, ясное дело, и не поможет. Но доктор Вурстер указывает, что препятствием на пути эффективного применения конституционального лекарства часто являются разного рода блокады. И только преодолев их, можно реально что-то вылечить. Такими преградами могут быть операции, использование медикаментов, антибиотики, кортизон, повреждения, травмы, облучение, химиотерапия, психические блокады. Конституциональным может быть только монопрепарат. В его основе одно действующее вещество. И где же черпают гомеопаты тайное знание об этом? Их лекарственный справочник имеет почти магическое название – «Материя медика». Пациентам читать его строго запрещается. Поэтому на лекарствах доктора пишут номера, а не их названия. А еще у гомеопатов существует священное слово «миазм». Этот термин довольно труден для понимания, но, проще говоря, миазм – это загрязнение или заразительные начала. С точки зрения современной гомеопатии, миазмы – это типы реагирования на неблагоприятные воздействия внешней среды. Ганиман полагал, что зараженный определенным миазмом организм человека уже никогда не в состоянии самостоятельно избавиться от него. Более того, этот миазм будет передаваться из поколения в поколение его потомкам. Таким образом, миазматическая отягощенность может быть наследственной, например, туберкулез в роду, или приобретенной, например, острая гонорея. Особняком выделяют прививочный миазм, сильная реакция на прививку или отсутствие реакции вообще. Если препарат подобран неправильно и не соответствует активному миазму, то посредством гомеопатии можно только подавить симптомы заболевания, так и не вылечив болезнь в действительности. В этом случае гомеопатия сработает точно так же, как аллопатия. Будет лечить не причины, а следствия. Гомеопатия не безобидна. Читаю статейку на сайте Питерской ветеринарной клиники с проникновенным названием «Два сердца». Типа одно мое, а другое моей кыси. Цитирую. Гомеопатические препараты действительно безопасны, потому что в них не содержится ни единой молекулы действующего вещества. Опасность гомеопатии в отсутствии действующего вещества и в отсутствии лечения причины заболевания. Конец цитаты. Подтекст понятен. Приходите лечить ваших кошечек-собачек к нам, а не к гомеопатам, которые, не дай бог, внушат вашим домашним животным,
что гомеопатическая вода окажет целебное действие, потому что существование эффекта плацебо доказано и у них. Иронизировать можно, конечно, долго. Но это не очень поможет в лечении рака. Возвращаясь к важным моментам применения гомеопатии, возникает закономерный вопрос. Что указывает на правильно подобранное лекарство? Появление старых симптомов, признаков проявления болезней, которые у пациента были раньше. Это одно из 3 важных правил в схеме определения направления хода лечения, которую описал последователь Ганемана, немецкий ученый Константин Геринг. Перечислю эти 3 правила. Излечение от болезни проходит следующим образом. Изнутри наружу. Под этим подразумевается процесс излечения сначала более важных органов. Высыпание на коже – это выход болезни наружу. Сверху вниз и в обратном порядке. В процессе лечения все симптомы должны исчезать в обратном порядке их появления. Это правило очень важно при оценке течения процесса выздоровления. Если в ходе применения средства внутренняя энергия пациента растет, то это является хорошим знаком. Если появляются новые симптомы, гомеопаты говорят: срочно прекратите пить лекарства. Поэтому и доза лекарства должна быть минимальной. Насколько? Решающее значение имеет разведение, которое гомеопаты называют потенциями, обозначая их буквами и цифрами. После 62 лет своей врачебной практики Ганеман открыл Q-потенции, чтобы избежать ухудшения состояния после первого применения лекарства. Написал он об этом в 6-м издании Органона врачебного искусства в 1842 году. А опубликовано оно было только в 1921. Напомню, что умер Ганеман в 1843. Незадолго до смерти Ганемана посетило озарение, и он научился изготавливать Q-потенции. Ученый хотел 1 каплю лекарственной субстанции разделить на 500 частей. И это ему удалось. Ганеман растворил 1/500 капли препарата и получил разведение 1 к 50 тысячам. Препарат можно развести еще выше методом встряхивания. Жизненная сила онкобольных подавлена по причине прогрессирующего хронического заболевания или рака. Поэтому активация этой жизненной силы возможна только постепенным, последовательным наращиванием доз, начиная от самой маленькой. Умение правильно оценить реакции на применение Q-потенций относится к самым большим трудностям в лечении рака. Все эти 10-тысячные разведения со встряхиванием и без могут показаться бредом, мракобесием и шарлатанством. Но реальность практики доктора Вурстера показывает, что маленькие дозы одного и того же лекарства убирают метастазы, а большие способствуют их появлению снова. Потенция С200 считается большой. Это 1 к 10. И хотя это даже не одна молекула в Тихом океане или в видимой Вселенной атомы, частое применение этого разведения опасно для лечения онкологии. Слишком большие дозы, особенно часто повторяемые, пишет доктор Вурстер, ставят пациента в опасное для жизни положение и делают его болезнь почти неизлечимой.
потому что организм окажется больше не в состоянии выводить симптомы болезни на поверхность. Лекарство именно в этой потенции и было выписано мне рижским гомеопатом доктором Покатовым, к которой я обратилась. Вустер С-потенции рекомендуют только при сильных болях. И теперь становится понятным, какое значение имеет вся эта информация для лечения рака, особенно если нужно выбрать гомеопата. Меня поразили откровения доктора Вустера, и пусть они будут ответом тем, кто заливает про доказательную медицину. Я бы хотел провести исследование, при котором одна группа больных получала бы химиотерапию, а другая лечилась бы при помощи гомеопатии. Но это официально не разрешено. Спасибо, что вы были со мной и досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и, если это возможно для вас, поддерживайте его донатами. С вами была Вика Виктория.